16-летний Никита Ермолаев стал главным героем программы «Андрей Малахов». Прямой эфир на телеканале «Россия-1». Подросток регулярно участвует в школьных олимпиадах, а также стал призером всероссийского первенства. Правда, сейчас парень озадачен другой проблемой. На протяжении нескольких лет он не может спокойно учиться и готовиться к поступлению в вуз, потому что в его семье начались проблемы. Никита рассказал, что его мама продала квартиру, сделав его буквально бомжом. В 2013 году она уволилась, и после этого у нее не было стабильного заработка. По словам Ермолаева, она стала употреблять алкоголь и проводить время с мужчинами, а позже начала брать кредиты. Приходилось тяжело 2 года. Денег на еду было мало, ел быстрозавариваемые каши, лапшу. Маму я практически не видел, она была либо пьяная, либо с мужчинами. Я старался как можно меньше времени проводить дома, рассказал подросток. На протяжении нескольких лет никто не догадывался, что в семье у Никиты напряженная ситуация. Сам школьник находил отдушину в учебе. Потом он рассказал все своей подруге Полине Трояновой, у которой был вынужден жить первое время. Молодой человек не верил, что мама лишится квартиры, и надеялся, что она отдает долги. Она брала кредиты на алкоголь и погашение других кредитов, рассказал Ермолаев. В студии появилась мама Никиты. Она обняла сына и рассказала, что это дядя, ее единоутробный брат, настраивает мальчика против нее. «Я люблю своего сына. Я хочу с ним жить. Я устроилась на работу, хочу снять квартиру или комнату. Понимаю, что многое нельзя забыть. Но постарайся меня понять, простить», — обратилась мама к сыну. Анна опровергла слова сына, что злоупотребляла алкоголем, а работа лишилась из-за того, что организация переехала в другой город. Она рассказала, что обращалась к риэлторам, чтобы продать двухкомнатную квартиру, покрыть долги и частью от вырученной суммы распоряжаться по своему усмотрению. Но ситуация сложилась так, что она просто лишилась жилья. Сейчас он говорит под давлением брата. «Я усматриваю меркантильный интерес. Брат хочет оформить опеку и вернуть квартиру, чтобы он был собственником», — сказала Анна. Дядя Никиты Андрей Мамченко тоже появился в студии программы. Он рассказал, что сейчас ребенок живет в его семье. Мужчина заявил, что вовсе не претендует на квартиру, а если сможет вернуть ее, то пообещал оформить дарственную на парня. Как оказалось, у Андрея есть квартира в том же доме, что и у Ермолаевых.
Однако сейчас они живут в частном доме. Мужчина не работает, семья живет на пенсии его жены и бабушки. Анна заявила, что ее брат не работает на протяжении 15 лет. Сейчас Никита непреклонен, он хочет лишить маму родительских прав, чтобы дядя смог оформить опекунство. Анна встала на колени перед сыном и просила простить ее ошибки. Однако парень ответил, что несколько лет страдал и просил ее остановиться, однако тогда она не смогла осознать последствия своих действий. Некоторые гости студии отметили, что мама не заботилась о благосостоянии ребенка, оставила его на произвол судьбы и не старалась улучшить ситуацию.